Приветствую, друзья! Сегодня поговорим про интересный микрофрезерный станок Derbshar Micromill, который производился в 1930-1940-х годах и был необычным устройством, представляя собой миниатюрный, очень высокоточный фрезерный станок, выполненный как в горизонтальной, так и в вертикальной форме. Будучи нишевым продуктом, Micromill не был станком общего назначения, а предназначался для решения сложных задач, связанных с изготовлением часов, часовых приборов и других особо тонких работ, выполненных с соблюдением критических размеров. Однако, если горизонтальная версия встречается относительно часто, то вертикальная – это редкость. Разработанный в горизонтальной форме как фрезерно-шлифовальный станок двойного назначения, несколько станков были импортированы в Великобританию во время Второй мировой войны, предположительно для выполнения производственных процессов, связанных с изготовлением взрывателей синхронизации для очень больших снарядов. Хотя по фотографиям трудно судить, дербширский станок был очень маленьким, размером примерно с портативную пишущую машинку и с такими же мизерными ходами ползунов. Головка могла перемещаться по вертикали всего на 44 мм, поперечный ход составлял 32 мм, а продольная подача 80 мм. Поскольку ход стола был таким коротким, всего 85 мм, в некоторых моделях вместо винта был выбран кулачок с рычажным приводом, как самый простой и дешевый способ обеспечить плавное чувствительное движение. Кулачок, имеющий форму сектора и вращающийся на конце металлического блока, привинченного к левому торцу поперечного суппорта, имел по периферии паз в форме дуги. В него плотно входил выступ, проступающий из торца стола. Шпиндель бабки с шарикоподшипниками мог работать со скоростью до 20 тысяч оборотов в минуту. На нем находилась выдвижная фреза диаметром 3/8 дюйма, установленная на двухсекционном суппорте, который позволял оператору выбирать либо быстродействующую кулачковую, либо очень тонкую винтовую подачу. Ход винта составлял 1,73 дюйма, кулачковой подачи 0,98 дюймов. В течение многих лет предлагались различные модели Micromill, но несмотря на то, что каждая из них отличалась от других какими-то мелкими деталями или использовала другую систему привода, все они, за исключением стола, имели одни и те же основные компоненты. Ранние модели включали модель 651 с одним центральным продольным Т-образным пазом, модель 750 с более мощным и большим столом и также с одним Т-образным пазом по всей длине и двумя траверсными пазами, и модель 750М с 12-дюймовым столом, обработанным для копирования станины-токарного станка Derbshar. Еще один станок, импортированный во время Второй мировой войны, имел прекрасно сконструированный цепной привод постоянного натяжения и большой стол с двумя пазами. Также можно было изменить способ перемещения головки и стола. Стандартная комплектация предусматривала головку с кулачковым приводом, продольную подачу с кулачковым приводом и винт для траверсного перемещения. В качестве альтернативы, без дополнительных затрат, головка и стол могли перемещаться с помощью реечной передачи, а стол с помощью винта в обоих направлениях.